Привет, Марина. Ты выглядишь очень довольной сегодня. Привет, Алексей. Да, я снова была сегодня в нашем центре. А, ты все еще волонтеришь в той ассоциации? Да, мне очень нравится помогать людям. Сегодня мы готовили обед для пожилых. Здорово. А что вы обычно готовите? Сегодня был борщ и пельмени, как у бабушки. Наверное, все были довольны таким обедом. Очень. Мне нравится видеть их улыбки. А как давно ты там помогаешь? Уже почти полгода. Время летит быстро. Ты помогаешь по выходным или после работы? Обычно вечерами, 2 раза в неделю. Кто еще с тобой волонтеры? Молодые люди? Да, есть молодые и пожилые волонтеры. Все очень дружелюбные, как одна семья. Это очень важно, когда есть поддержка. Да, в России многие любят помогать другим. Я слышал, что такие центры есть в каждом районе. Правда, в нашем городе их уже 4. А ты чему-нибудь научилась там? Да, я учусь готовить новые блюда и общаться. Иногда мы устраиваем маленькие концерты. О, а какие песни вы поете? Зачастую это народные песни и романсы на русском языке. Это интересно. А пожилые тоже участвуют? Да, они очень любят петь и рассказывать истории. Мне кажется, ты очень нужна там. Спасибо, Алексей. Мне приятно помогать. Каждый раз я возвращаюсь домой с хорошим настроением. Когда следующий раз у вас встреча? В четверг вечером. Хочешь прийти посмотреть? Да, с удовольствием. Я давно хотел попробовать. Отлично. Я расскажу, что нужно принести. Спасибо, Марина. Буду ждать четверга. Оля, помнишь ту школьную поездку в Петербург? Конечно, Андрей. Как ее забыть? Это было столько лет назад. Я сегодня нашел вот этот магнит. Мы купили его вместе. Ой, да. С изображением Эрмитажа. Красивое место. Ты тогда так радовалась, когда увидела белые ночи. Я впервые видела, как в полночь светло на улице. А помнишь, как мы ездили на экскурсию по Неве? Да, на кораблике. Было немного холодно, но очень весело. Мы ели мороженое, хотя шел дождь. И наш учитель, Виктор Иванович, все время фотографировал. У меня до сих пор есть те фотографии. Вот, посмотри. Смешно выглядим в дождевиках и с большими зонтами. Ты всегда смеешься, когда вспоминаешь эти дни. Конечно, это были лучшие школьные годы. Ты помнишь, как ночью мы смотрели развод мостов? Да,
Дворцовый мост поднимался, и было много людей. Тогда я впервые попробовал настоящий питерский чай. Я тоже. Чай с вареньем очень по-русски. Виктор Иванович рассказывал, что Петербург называют «Северной Венецией». Да, из-за многих рек и каналов. Это очень красиво. Ты хотела бы поехать в Петербург еще раз? Да, мечтаю. Может, поедем вместе на следующем отпуске? Это было бы здорово. Я бы снова сходил в Эрмитаж. А я хочу увидеть Петропавловскую крепость. Ты знаешь, там самая высокая шпиль в городе. Правда? Я этого не знала. Спасибо, Андрей. Пожалуйста. Мне нравится узнавать новые факты. Эти воспоминания делают нас ближе, правда? Да, Оля, хорошо, что у нас есть такие моменты. Будем еще долго вспоминать эти путешествия. Обязательно. И еще много раз смеяться, листая фото. Миша, помнишь эту старую приставку? Конечно, Аня. Мы часто вместе играли. Это была Дэнди, да? Да, та самая. Я обожал играть в танчики. А я всегда выбирала Супер Марио. Ты всегда проходила уровни быстрее меня. Но ты лучше всех играл в контру. Да, у меня была своя тактика. А помнишь, как мы спорили, чей джойстик лучше? Да, ты говорил, что мой сломан. Иногда кнопки залипали, помнишь? Это была часть шарма старых игр. Иногда на экране были полосы, но мы все равно играли. А помнишь, как мама ругалась, что мы долго играем? Она боялась, что глаза испортятся. Сейчас такие игры называют ретро. Да, и они снова становятся популярными. В Японии даже есть музеи ретро-игр. Правда? Я бы хотела побывать там. В Москве тоже иногда проводят выставки. Интересно было бы увидеть старую технику. Сейчас игры стали такими сложными. Да, даже управление другого. Раньше всего 4 кнопки. И все просто. Ну, зато было весело вместе играть. Я помню, как мы смеялись, когда все шло не так. Да, иногда мы даже обижались друг на друга. Но всегда мирились за чаем. Детство было замечательным временем. Давай поиграем сейчас, как раньше. Давай, вдруг получится пройти дальше? Мне нравится вспоминать вместе старые дни. И мне. Это делает нашу дружбу крепче. Привет, Кать. Как твои выходные в горах? Привет, Саша. Было замечательно. Я училась кататься на лыжах. Правда? Ты раньше не каталась? Нет, я начала только в этом году. Мне уже 31. Здорово.
Почему решила попробовать сейчас? Я всегда хотела, но раньше боялась упасть. Теперь думаю, если не сейчас, то когда? Ты занималась с инструктором? Да, 2 первые тренировки были с Анной, инструктор из Минска. Было трудно на первых уроках? Очень трудно. Я все время падала и теряла равновесие. Но Анна говорила, без падений нет успеха. Мне нравится это выражение. Ты быстро научилась? На 3-м уроке я уже спускалась с небольшой горки. Ты каталась на длинных или коротких лыжах? На коротких. Они легче для начинающих, меньше ошибок. Было страшно, когда ехала вниз? Да, сердце билось быстро, но потом стало весело. Катя, тебе нравится лыжная одежда? Да, очень. Она яркая и теплая. Я чувствую себя защищенной. Как тебе виды с вершины? Очень красиво. Горы, снег, солнце. Как в сказке. В Белоруссии много лыжных курортов. Не очень много, но рядом с Минском есть Логойская база. Я слышал, что в России популярно пить чай после катания. Да, и еще глинтвейн. Здесь в кафе его тоже подают. А теперь ты будешь кататься каждый год? Надеюсь, что да. Я уже люблю этот спорт. Скоро будешь участвовать в соревнованиях. Пока что нет. Но у меня уже есть собственные лыжи. Саш, может быть, в следующий раз поедешь со мной? С удовольствием. Ты меня научишь? Конечно, вместе учиться всегда веселее. Договорились. За новые приключения на лыжах. Ура! Пусть будет много снега и хорошего настроения. Привет, Оля. Я купил дом. Ты уже его видела? Поздравляю, Антон. Очень рада за тебя. Нет, еще не была. Спасибо. Я сейчас делаю ремонт. У тебя уже есть опыт? Да, я недавно закончила ремонт на кухне. Могу помочь. Кухня очень важна. С чего лучше начать, по-твоему? Я начала с плитки и пола. Это основа для уюта. Я тоже думаю про новый пол именно. А какой материал у тебя? У меня ламинат. Он теплый и недорогой. А цвет кухни? Ты долго выбирала? Долго. Я выбрала светлый, чтобы было больше света. Звучит хорошо. Мне тоже нравятся светлые тона. Белый и серый. Сейчас в моде в Москве. Их легко сочетать с мебелью или посудой. А какую бытовую технику ты советуешь? У меня холодильник, плита и посудомоечная машина Bosch. Я тоже думаю о посудомоечной машине. Это удобно? Очень удобно. Экономит время и воду. Спасибо за совет. А что насчет обоев?
У меня однотонные обои без рисунка. Их легко мыть. Я боялся, что белые быстро пачкаются. Моющиеся обои. Легко чистить, не переживай. А что делать со старой мебелью? Выбрасывать? Можно продать на Авито. Или подарить кому-то. Авито — хорошая идея. Ты им пользовалась? Да, я продала старую плиту и холодильник там. Интересно. А что надо делать с окнами? Я поставила новые стеклопакеты. Они сохраняют тепло. В России это очень важно зимой. Да, я чувствую, что дом станет уютнее. Хочешь показать мне свой дом? Я могу приехать. Да, конечно. Приходи завтра вечером. Отлично. До завтра. Принесу рулетку для замеров. Спасибо, Оля. До встречи. Привет. Ты недавно приехал сюда? Да, только вчера. Меня зовут Максим. А тебя? Я Анна. Приятно познакомиться, Максим. Взаимно, Анна. Ты уже давно здесь живешь? Я приехала 3 дня назад. Мне здесь нравится. Да, атмосфера очень дружелюбная. Ты из какого города в России? Я из Санкт-Петербурга. А ты? Я из Москвы. Люблю путешествовать по Европе. Это здорово. Я тоже хочу посетить Париж. Я была там в прошлом году. Очень красивый город. У нас в Санкт-Петербурге тоже красивые мосты. Правда. Я люблю белые ночи в Питере. Это время года очень особенное для нас. Ты часто останавливаешься в хостелах? Да, это удобно. И можно познакомиться с людьми. Согласна. Здесь много иностранцев и студентов. Наш сосед по комнате из Германии, кстати. Да, вчера мы вместе пили чай на кухне. Знаешь, в России очень популярен чай с лимоном. Да, и еще с вареньем. Ты любишь варенье? Очень. Больше всего люблю клубничное варенье. Я обычно ем малиновое. Оно полезно для горла. Правда, моя бабушка всегда так говорила. А чем ты занимаешься здесь, в этом городе? Я изучаю местную архитектуру и делаю фотографии. Классно. Я люблю фотографировать улицы ночью. Здесь вечером в хостеле бывает живая музыка. Да? Вчера я слышал гитару и пение из кухни. Это был Саша из Украины. Он хорошо поет. Здорово. Может, сегодня послушаем вместе? С удовольствием. Встретимся вечером на кухне. Ирина, почему ты снова учишься в университете? Сергей, я хочу изменить свою профессию. Тебе не нравилась твоя работа раньше? Моя работа была скучной. Я хотела чего-то нового. А что ты изучаешь сейчас? Я изучаю психологию. Это очень интересно.
Психология? Почему именно эта специальность? Мне всегда нравилось помогать людям. Я хочу лучше понимать себя и других. Это здорово. Тебе сложно учиться сейчас? Да, немного сложно, но мне нравится учиться. Ты учишься на стационаре или заочно? Я учусь заочно и продолжаю работать. Ты хорошо совмещаешь работу и учебу. Иногда я устаю, но это стоит того. В университете много молодых студентов. Очень много. Я почти самая взрослая в группе. Студенты тебя хорошо принимают? Да, они очень дружелюбные и всегда помогают. Ты уже сдала какие-нибудь экзамены? Да, на прошлой неделе был экзамен по психологии. И как результаты? Я получила 4. Я очень рада. Поздравляю! А чем хочешь работать потом? Я хочу быть психологом. В школе или в клинике. Это полезная и нужная профессия в России. Да, в нашей стране психологов не хватает. Ты знаешь, что первый университет России — МГУ? Да, Московский университет очень известный. Мне нравится твоя решительность, Ирина. Спасибо, Сергей. Поддержка друзей очень важна для меня. Всегда рад помочь. Если что, зови. Спасибо. Вместе учиться всегда легче. Согласен. А теперь давай выпьем чаю и отдохнем. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я ваш инструктор. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. Это ваш первый раз под водой? Да, никогда раньше не пробовал дайвинг. Не волнуйтесь. Все будет просто и безопасно. Сначала я расскажу немного о снаряжении. Отлично. Я немного волнуюсь. Это нормально. Вот ваш жилет, он поможет всплывать. Маска нужна для того, чтобы хорошо видеть под водой. А как дышать под водой? Я об этом думаю. Вы будете дышать через специальный регулятор. Он подключен к баллону с воздухом на вашей спине. Понял. А это безопасно? Боюсь забыть, как пользоваться. Не переживайте. Я всегда рядом, помогу в любой момент. Мы подплывем только на небольшую глубину, около 3 метров. Спасибо. А медузы здесь есть? Ближе к берегу медузы редко встречаются. Здесь вода очень чистая, много красивых рыб. Я люблю смотреть на рыб. Какие тут бывают? Часто можно увидеть судаков и бычков. Иногда встречается ерш. Он очень интересный. Здорово. Я хочу попробовать погладить рыбу. Лучше не трогать их руками, чтобы не испугать. В дайвинге принято уважать природу
и животных. Я понял. А холодно ли будет под водой? Нет, ваш гидрокостюм вас защитит от холода. А если мне станет неудобно или страшно? Дайте мне знак рукой, и я сразу помогу. Очень важно дышать медленно и спокойно. Хорошо, постараюсь не паниковать. Все получится. После погружения сделаем фото на память. Отлично. Спасибо, Ирина, я готов начинать. Здравствуйте. Я хочу купить велосипед, но не знаю какой. Добрый день. Я могу помочь. Для чего вам велосипед? Я хочу кататься по городу и иногда ездить в парк. Тогда вам подойдет городской велосипед. У нас их много. А есть ли различия между моделями для женщин и мужчин? Да, женские рамы обычно ниже, чтобы было удобнее садиться. Интересно. А какие велосипеды самые популярные в Москве? В Москве популярны складные и электрические велосипеды. О, а электрический велосипед сильно отличается по цене? Да, электрические дороже, но очень удобны и быстры. Я пока не уверена, нужен ли мне такой. А складные зачем? Складные велосипеды удобно хранить и перевозить в метро. Это очень практично. А какой вес у обычного велосипеда? Городской весит примерно 12-14 килограммов. Не очень тяжелый. Я бы хотела легкий велосипед. Можно попробовать этот? Конечно. Сейчас подниму, чтобы вы почувствовали вес. Спасибо. Да, достаточно легкий для меня. Какой размер мне выбрать? Я не очень высокая. Вам подойдет маленькая или средняя рама. Я помогу выбрать. А можно ли поменять сиденье, если оно неудобное? Да, конечно. Сиденье легко заменить или регулировать. Сколько стоят хорошие велосипеды в среднем? Городские велосипеды стоят от 20 до 40 тысяч рублей. Велосипед — полезный транспорт, особенно летом. Согласен. В Санкт-Петербурге много велодорожек. Я слышала про прокат велосипедов там. Это удобно. Да, сервисы проката есть почти в каждом большом городе. Спасибо за советы. Теперь легче выбрать велосипед. Пожалуйста, если будут вопросы, обращайтесь. Можно ли оплатить покупку картой? Да, принимаем карты и наличные. Отлично. Я подумаю и, может быть, вернусь завтра. Буду рад снова вас видеть. Хорошего дня! Спасибо. И вам хорошего дня. Какой прекрасный день для прогулки в горах. Да, Марина, погода сегодня отличная. Я давно так не отдыхал. Ты устал, Сергей? Тропа была сложной. Немного устал, но вид того стоил. Горы очень красивые. Согласна. Мне особенно понравился водопад у тропы.
Я тоже заметил. Вода была кристально чистой. Вид из этого приюта просто волшебный. Здесь так уютно. Деревянные лавки и печка создают тепло. А ты знал, что этот приют построили еще в 1950 году? Правда? Я не знал. Это уже старое здание? Да, сюда приходят много туристов, особенно летом. Многие любят отдыхать в таких приютах после долгого пути. Мне нравится здесь чай с домашним медом. Уже пробовал? Нет, еще нет. Может, попробуем вместе потом? С удовольствием. После чая я чувствую себя как дома. Марина, а ты часто ходишь в горы? Раз в год стараюсь. Горы дают силы и вдохновение. Я тоже люблю природу. В Москве слишком шумно. Ты из Москвы? Такой большой город, много людей. Да, но мне не хватает свежего воздуха там. В горах воздух совсем другой. Очень чистый и свежий. Ты права. Даже дышится легче здесь. Жаль, что скоро снова возвращаться в город. Но у нас останутся хорошие воспоминания. Конечно. Я сделаю много фотографий для альбома. Можно потом обменяться фотографиями, если хочешь. С радостью. А ты часто путешествуешь по России? Стараюсь. Последний раз был на Алтае. Очень красиво. Я мечтаю увидеть Алтай. Говорят, там уникальная природа. Да, там много редких растений и чистые озера. Спасибо за рассказ, Сергей. Люблю узнавать новое. Я тоже, Марина. С тобой интересно говорить о путешествиях.